реалити. Это реалити, документальные фильмы. На показуху уже не работаем, мы работаем. Victoria Cincina and Nikita Katsalapov. 17 марта 2016 года. До старта чемпионата мира по фигурному катанию остается совсем немного, меньше 2 недель. Лидеры нашей сборной на этом чемпионате, танцоры Виктория Синицына и Никита Кацалапов, на льду и в зале работают уже 4-й час. Только что они целиком откатали произвольную программу, это сверхнагрузка, она отнимает все силы. Но тренер настаивает, чтобы они тут же шли еще раз повторять все самые трудные элементы, которые у них не получились. Вы должны файт. Понимаешь, это не просто физическая работа. Да? Вы развиваете и моральную свою, что я файт. Тренер настаивает, чтобы ученики не обращали внимания на усталость, а включили в себе инстинкт бойца. Понимаешь, спортсмены, но это файт с собой, это файт с соперником финально, несмотря на наш прекрасный спорт. Почему Марина нас заставляет это делать, чтобы, когда ты проехал уже прокат, уже проделал работу, она может сказать, еще нужно сделать кусок и обязательно с поддержкой, чтобы даже если у тебя ты уже не чувствуешь там рук и тело уже не такое сильное, чтобы ты все равно смог вытащить в любом состоянии. Даже если что-то пошло не так, без разницы. Главное вот сделать, до конца доделать. Мне нужен боец. Ты очень хороший, классный парень, я тебя люблю по-человечески. Ну, мне нужен боец, мне нужен ответ бойца. Ты ползешь, но ты говоришь, давай, конечно, сделаем. Главное не отвечать, потому что ты только сделаешь хуже. Лучше идти и сделать. Пробовал ответить когда-то? Ну, конечно, пробовал, поэтому и говорю. Лучше, точнее, не лучше, а нужно пойти и сделать то, что говорит. И у тебя нету, в принципе, вариантов никаких. У тебя нету вариантов даже просто, если ты там обиделся и хочешь уйти со льда, у тебя нету такого варианта. Ты можешь только умереть на льду, все. Маэстро Марина Зуева. Самая молодая из тех, кто носит звание «Заслуженный тренер СССР». Все без исключения чемпионские программы Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова, в том числе золотые олимпийские в 88-м и 94-м. Золотые и серебряные медали в танцах на 2 подряд олимпиадах. Тесса Верчу, Скотт Мойер в Ванкувере и Мэрил Дэвис, Чарли Уайт в Сочи. Все это ее постановки, и это только верхушка ее работы. Когда рухнул Советский Союз, Зуева уехала работать в Северную Америку и застряла. Много лет заслуженный тренер СССР в основном готовила конкурентов, работала с иностранными фигуристами. Но... Хотела бы сделать для России вот красивую пару, чтобы Россия гордилась. Гордилась своей парой, гордилась, что вот такая красивая, талантливая пара, и она русская. Русская пара нашла ее сама. 2 года назад в ее группу после расставания с Еленой Ильиных попросился с новой партнершей олимпийский чемпион Сочи в командных соревнованиях и бронзовый призер в танцах Никита Кацалапов. Это же лучший тренер вообще в танцах на льду. И тренер олимпийских чемпионов, тренер моих кумиров. Викторию Синицыну в Детройт к Зуевой он привез за свой счет. Вначале сам оплачивал и гостиницу, и лед, и тренировки. Первый совместный сезон был совсем трудный. Разная школа, разный уровень катания, разный темперамент. Я могу ехать в одну сторону, он едет в другую сторону, а нужно в одну. И тяжело перестроиться, это действительно очень тяжело. Другая посадка, другой толчок, другая техника. Зуева сразу сказала, что торопиться, форсировать бессмысленно. Надо скатываться, учиться чувствовать друг друга. В танцах, как показывает жизнь, необходимо примелькаться. Вновь созданные пары на пьедестал сразу никто не пустит. До ближайшей Олимпиады, которая в феврале 2018 года пройдет в Южной Корее, есть еще 2 года. Время есть. Раннее утро. Для большинства, конечно, это еще ночь, а заслуженный тренер Зуева уже едет на работу. Который час сейчас? Вот без 15:06 должно быть. Лед начинается в 6 утра. Я начала работать так рано с Майей Алексом. Марина говорит про серебряных призеров чемпионата мира 2016 Майю и Алекса Шибутани.
Зуева работает с ними с подросткового возраста. Они начинали тренироваться в 6-7 утра, чтобы успевать в школу. Конкуренцию внутри своей группы Марина считает сверхполезной. Так, знаменитые танцевальные дуэты Верчу Мойер и Дэвис Уайт тренировались у Зуевой в одно время и на протяжении 5 сезонов, по очереди обыгрывая друг друга, взяли золото и серебро почти на всех крупнейших стартах, включая 2 Олимпиады. Так-то. Здравствуйте. Доброе утро, доброе утро. Режим дня Марины Зуевой впечатляет. Она каждый день встает, внимание, в 4, а ложится в 8 вечера. Исключений не бывает. Привычных для нашего глаза закрытых раздевалок здесь нет. Фигуристы надевают коньки прямо в холле. Двери на арену стеклянные, и это очень удобно. Зуева, находясь на своем командном пункте на льду, может все держать под контролем. So what we will do, okay, we did this exercise before. Марина вышла на лед без 2 минут 6 и проведет тут, никуда ни на минуту не отлучаясь, 9 часов подряд. Летом, когда идет постановка программ, говорит, бывает и дольше. Тренировки идут одна за другой, а перерыв на заливку льда Зуева не делает. Меня удивляет ее мужество вставать на тренировки так рано. Меня удивляет ее мужество столько летать, сколько она летает. Как она питается, как она живет, как она следит за собой. Она очень сильная личность, очень сильный человек, который нам передает эту свою силу. У Виктории и Никиты в сравнении с тренером расписание щадящее. Они приходят на каток в 8:30. Вы перед тренировкой вообще завтракаете? Ну, я обычно, когда просыпаюсь, еще не готов. Поэтому я в перерыве. Не, ну я там чай попью и так далее. Что-нибудь перекушу. Тренировки у Зуевой радикально отличаются от привычной нам схемы. Не случайно ведь ее школу называют академией. Здесь, как в институте, у каждого ученика строгое расписание. Каждый день по 5-6, иногда даже 7 уроков. Только на льду в течение дня со спортсменом работают 4 человека. Кроме самой Зуевой, это 3 других специалиста. Сейчас вот с ними Джонни Джонс, а чуть позже будут Олег Эпштейн и Массимо Скали. А на земле с фигуристами каждый день занимаются специалисты по классическому танцу, по бальным, по современным танцам. А вот, например, совсем непривычный для нашего глаза урок. Майкл Ли. Он специалист по мимике и искусству владения телом. Ну, это упражнение, чтобы чувствовать друг друга, не касаясь, даже смотря в глаза, но чувствовать как бы прикосновение, но не касаясь друг друга. Вот так вот. Вика, Никита и все остальные спортсмены зуевской команды приходят на каток утром и проводят там время до вечера. Но даже возвращение домой не означает, что ты можешь на что-то переключиться. Начиная с того, что не опаздывать на тренировки, это самое простое. Заканчивая вот тем, как нужно питаться, это все контролируется, каждый день спрашивается у тебя, с тебя, то есть спрашивается. Ни секунды не должно быть времени, когда тебе нечего делать, ты всегда должен быть чем-то занят. Если тебе вот совсем нечего делать, ты должен слушать музыку какую-то, что-то смотреть, какие-то видео, танцы, заниматься, тянуться, ходить в зал постоянно. Дисциплина – основа всего. Понятно, потому что начальник здесь человек с советской закалкой. В мире фигурного катания есть даже вот какая шутка. Дисциплину можно измерять в маринах. Дисциплину можно измерять в маринах, то есть Зуева эталон дисциплины, своего рода единица измерения. В этом она была примером даже для олимпийской чемпионки Тессы Верчу, у которой абсолютно фанатичное отношение к работе. Кстати, именно так правильно произносить ее фамилию, с ударением на последний слог – Верчу. Она мне как-то сказала: Мариночка, слушай, ты знаешь, ты, говорит, наверное, единственный тренер в мире, который не пропустил ни одной тренировки за 9 лет. Я так подумала, Тессочки. Ну, я, правда, не сказала, но подумала побольше, чем за 9. Ни одной. Ну, все. I think we're okay, right? Okay. Thank you. Yep. Так, а кто же у меня-то тут? Шарлотт. А Анита где? А Анита у Джонни. Шарлотточка. Секреты ее работоспособности – режим дня, подвижный образ жизни, строгое вегетарианство, никакого мяса.
За 9 часов у бортика Зуева съедает несколько кусочков фруктов и пьет свой фирменный чудодейственный чай, рецепт которого согласилась раскрыть нам только под очень большим секретом. Мед, лимон, немножко зеленого чая, каян, красный перец. В одной группе с Людмилой Пахомовой и Александром Горшковым под руководством знаменитой Елены Чайковской. В паре с Андреем Витманом Зуева дважды брала бронзу на чемпионате Советского Союза, была 5-й на чемпионате мира. Очень рано, в 22 года, закончив кататься, Марина пошла учиться на балетмейстера в ГИТИС. Свою первую ледовую постановку она сделала для соседки по дому Елены Водорезовой, по инициативе которой Марину и пригласил на постоянную работу Станислав Жук. С приходом Зуевой фигуристы ЦСКА очень сильно прибавили по второй оценке за артистичность. Это был реальный прорыв. Елена Водорезова вскоре наконец-то выиграла первую в истории советского спорта медаль чемпионата мира среди женщин. И именно с постановками Марины Зуевой в Калгари в 1988-м свое первое олимпийское золото выиграли Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. Она красивая внешне, и она красивый человек, Катя. Это вот первое. И, конечно, воля. Воля – это пример вообще вот воли. Сергей веселый, компанейский, много друзей всегда. Таких, знаете, называли типа пофигистом. И вот, извините. Талантливый, конечно, очень талантливый парень, очень душевный, сердечный. Парное катание и танцы – это очень часто отношения мужчины и женщины. Проводя друг с другом на льду и на сборах по много месяцев подряд, молодые люди неизбежно сближаются, нередко связывают друг с другом свою судьбу. Семейные пары олимпийских чемпионов – Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Людмила Пахомова и Александр Горшков, Наталья Леничук и Геннадий Карпоносов, любовь на все времена, Людмила Белоусова и Олег Протопопов, которые вместе уже 60 лет. Один из самых красивых примеров в истории – Сергей Гриньков и любовь его жизни – Катя Гордеева. Первые программы, это был ректайм, это было как брат с сестрой, игра такая, знаете, просто веселье такое детское. Потом, когда я не знаю, я увидела, я почувствовала, что проявились чувства. Я им поставила романтику. Дальше, когда начали у них складываться уже более близкие романтические отношения, я тоже следовала, поставила им Ромео и Джульетту. И они исполняли искренне. Ставить программы, отталкиваясь от истории или от взаимоотношений учеников – любимая зуевская фишка. В первом сезоне Синицыной и Коцалапову она поставила тему возвращения Гарри Мура, возвращения Никиты и Виктории в новом образе. В нынешнем сезоне произвольную программу они катают под Андреа Бочелли. И это уже о другом. Это ария о том, что неважно, где бы ты была, неважно, что между нами произошло, я всегда с тобой, я всегда готов тебе помочь. Нам нравится то, что мы делаем. Мы чувствуем себя такими, наверное. То есть, как там говорят, какая-то искренность, какая-то нежность, какая-то определенная такая энергетика, такая легкая, может быть, воздушная, скоростная, какой-то порыв, может быть. Вот. Мы также себя чувствуем, как она нас видит, мне кажется. Когда они приехали, я не видела любви. Я просто видела, что два человека, это в этом году они как-то стали так взаимодействовать, знаете, как-то осенью скорее даже. Когда они приехали, вы можете у любого тренера здесь спросить, не было такого. Не знаете, у меня такое впечатление, что фигуристом и хотел. Хоккеистом. Вика, может быть, она хотела быть дизайнером? Зубным врачом. Когда они знают, что прокаты, я думаю, что это самое. И начать трудно. Катать интервалы. Прокатывать программу. Ну, по крайней мере, я ему дала
книжка на английском языке «Секрет». Я прочитал журнал «Тайм», посвященный секретным организациям мировым. А Вика... Вот вы знаете, что вот сейчас не знаю, что она читает. Я давно ничего не читала, если честно. А знаете, хорошо ест зефир в шоколаде. Люблю круассаны, люблю, как это называется, чиз пэстри, булочки. Сырные, сложные. Да, творожные булочки. Виктория тоже любит сладкое, но я даже не хочу знать, что она любит. Хорошо бы ничего. Я люблю сладкое. Поменять карьеру на пике. Ну, на его, не на пике, но для него, для его возраста, 22 года, бронзовая медаль, я считаю, что это рискованно. На ходу на поезде я рисовал граффити, зацепившись за поезд. У меня не было таких поступков. Влюбиться в Никиту, по-моему, рискованно. Плохо кататься. Не боюсь ничего. Никиты. Насекомых. Иван Царевич и Василиса Прекрасная. Какой-нибудь супергерой. Но вот на льду безоблачно далеко не всегда. Там, где начинается работа, уже не до романтики. Хорошо, Никита. Давай, Вичка, давай. Молодец. Виктория. Если кто-нибудь начнет вас убеждать, что на тренировках больших чемпионов всегда тишь да гладь, не верьте. Споры, стычки, так же, как в обычной жизни в любой благополучной семье, время от времени происходят. Это нормальный путь к вершине, который только подчеркивает взаимную нацеленность на результат. Ты скажешь, как я тебе фразу сказал? Ты мне скажешь, что ты Я делаешь тебе говорю, я специально. сейчас буду в полную силу делать. Я не буду специально делать ничего не буду. Если ты будешь висеть, когда этой части, у тебя ничего не получится сделать. Хорошо, я прыгнула прыжок. Правильно. У меня еще один поворот. Почему ты меня не Как ты подождал? вышла с прыжка-то? Я нормально вышла с прыжка. Ну, спроси у тренера, как ты вышла. Я нормально вышла Ну, спроси с у прыжка. тренера. просто. Я нормально вышла с прыжка. Можно меня подождать и вместе продолжить дорожку. Я подождал. Нет, ты не подождал. Да, мы можем поругаться там на льду, ну, как бы друг другу что-то сказать такое, но я думаю, это бывает со всеми, и у каждого без этого невозможно, чтобы все было всегда идеально, и все всегда будут счастливы. Правильно, вот смотри, ответственный момент, да, как бы мы прокатываем кусок под музыку, он не получился. Все время получался, много раз здесь не получился. Что нужно сделать? Что угодно, хоть притормозить, но сохранить часть. Я сохранял где? Вот, допустим, какие ко мне Вика сейчас претензии предъявляет? Делали поддержку, не исправилась. Вот так же я поймала. Поймал. Сверху Поймал. Я это... Сделал, все поменял. Там подхватил в начале круга, сделал. Здесь даже продолжил, тянулся до конца в кругу. Там вообще сзади вытащил. Это не так часто бывает, но это тоже часть работы, часть тренировочного процесса, и мы друг друга понимаем. И даже когда кто-то может сорваться из нас, потом это, естественно, нужно извиниться. Особенно это сделал, если вот этот товарищ. Ты вся колбасилась, я тебя сзади вытащил. Какие вообще претензии? Я эмоциональный человек, и лед — это моя жизнь вообще. У меня все кипит работа, кипит голова, мышцы болят. И порой можно сказать в плохом тоне что-то. Когда фигуристы на льду, взаимопонимание в дуэте должно быть абсолютное. Вот наглядная иллюстрация. Вика с Никитой вышли на лед сразу после того, как выплеснули друг на друга эмоции. И тут же ошибка на простом вращении. И спустя 5 минут, когда страсти улеглись, они успокоились и вернулись к нормальной работе. Ну вот, конец, достойно. Ну все, давайте продвигаемся. Ты что отцарапался-то? Где это ты так? Ух, ну вот. Ну видишь, ты вчера нету сил. Сегодня тебя несет.
Сегодняшняя тренировка отняла у Вики много эмоциональных сил. Но Никита, вот настоящий надежный партнер, всегда готов прийти девушке на помощь. Пошумел? Теперь вперед на обед. Поехали! Детройт сегодня – это провинциальная Америка. Когда-то центр мирового автомобилестроения, а сейчас город, объявивший себя банкротом. Марина здесь с 2001 года. Именно в Детройте начал совместную работу знаменитый тренерский тандем Зуевой и Игоря Шпильбанда. Работая бок о бок, они пришли к олимпийским победам Ванкувера, но в 2012-м тандем распался. Я сожалею об этом очень сильно, но это не моя инициатива. Ни в коем случае. Ни в коем случае не моя инициатива. Раньше были партнерами, теперь стали конкурентами. Такая жизнь. Золото и серебро Сочи Марина выигрывала уже со своей новой командой. Марина Зуева поселилась в тихом городке Кентон, в нескольких десятках километров от центра Детройта. На машине 20 минут. Своего единственного сына Федора Марина тренировала около 20 лет. Он был чемпионом Канады среди юниоров, потом из-за травмы пропустил несколько лет. Занимался автогонками, стал звездой подиума, модельного бизнеса. С 2010-го начал кататься с Яной Хохловой. В своем первом же сезоне дуэт Хохлова-Андреев занял 4-е место на чемпионате России. Они собирались идти и дальше, но новая серьезная травма вынудила Федора остановиться. Он окончил университет, школу высшей экономики, работает в крупной консалтинговой компании. Мама за сына спокойна, может полностью сосредоточиться на своей работе и на своих домашних делах. А дома забот, как мы видим, хватает. Это мистер Винстон. Выражение у нас лица не приведи Господь. Это Мисин, пекинес. Это Мишка мой, Мишка, сладкий Мишка. А это миссис Морган. Морган. Она уже старенькая, ей 15 лет. Слышите, рычит? Слышали? Мауминь. Lionhead Bunny, очень такой сильный, но он очень боевой. Представители фауны в количестве 5 голов разных видов и возрастов проживают с Мариной Зуевой на одной площади. Марина, вопрос напрашивается. Тренер, который воспитал такое количество олимпийских чемпионов, а фотографии собачек. Не уходите от ответа. Да. Ну так уж. Да. Есть что-то общее в воспитании, не знаю, животных? Ну, конечно, психология, но немножко отличается, но не сильно. Если честно, не сильно. То есть я кое-что, да, я кое-что, в общем-то, это перенос, знаете, знаний я делаю. А в чем? Можно конкретно? Ну, как сказать, в нужное русло рефлексы. Скажем так. Так, окей, go walk. Окей, go walk. Но пока что в фигурном катании вроде лучше получается. Так, сейчас воспитание покажем. Облавится. Кстати, на солнышке нормально. Да, Ветер, да. На озере, наверное, сейчас вообще холодно. Вместе, Невдалеке от своего тренера поселились Синицына и Коцалапов. Вика живет в американской семье, и это помогает в освоении языка. У нас работает молодой человек, он тренирует. И я живу у его мамы. Никита снимает квартиру с очень маленькой кухней-гостиной и совсем крохотной спальней. Как у нас называется в России районы, это вот Кентон, это как бы город считается отдельный. Город в городе как будто. Ну, пригород. По ощущению, это город? Что? Как маленькая деревня такая небольшая. Тут, в принципе, все дома одноэтажные, двухэтажные, есть небольшие магазины. Выходные они, конечно, стараются проводить вместе. По нашей просьбе Никита с Викой дают урок, как правильно в танце вести партнершу. Главное, чтобы было крепко, вот, и надежно, то есть, чтобы можно было повести куда угодно свою партнершу, чтобы она чувствовала. Вот. Также и в позиции здесь. Обязательно здесь должны оба упираться друг другу в руки. Не сильно, чтобы не терять много сил, но в то же время, чтобы также можно было контролировать партнершу, чтобы она тоже могла контролировать. И основное это вот этот хват
Это больше бальные танцоры, наверное, практикуют это, а мы у них это заимствуем и берем. Вот у девочки кладется рука на плечо, локти вместе, плечи в себя, и у мальчика рука под лопаткой, да, у девочки. Также можно все контролировать. За духовное развитие пары тоже, естественно, отвечает тренер. И в каждом новом городе, если есть время после соревнований, первым делом в музей. С Зуевой вы уже поняли, не забалуешь, лишний раз не расслабишься. Но и в беде тренер, надо отдать должное, не бросит. Проверено. Я помню, что я один раз заболел, я жил не здесь, а вот в этом же комплексе, только в других апартаментах. И она каждый день приезжала после тренировки, что-то мне привозила там или покушать, то есть заботилась как мама прям. Балериной почему-то. Керамикой заниматься, создавать керамические миниатюры, фигуры. Кофе. Ее сверхсекретный чай. Кофе. И все. Да. Когда мы катаем интервалы. Когда мы отказываемся катать. Когда она заканчивается? В окружении негативных людей. На катке холодно когда? Не знаю, я не Наверное, спрашивал. какой-нибудь роман. Она любит романы. О, я сейчас читаю Пелевина. Вот только закончила, прочитала. Книга «Оборотни». Все готовое, все, что нужно готовить, она не ест. Сыроед. Если отказываться от чего-то, то лучше от красного мяса. 39, 38, 38. 38,5. Думаю, пробовала. Нет, Она боится змей. ничего. Мне кажется, ей нужно сыграть себя, потому что она и так классная. Белоснежку. Чтобы за мной бежал там хомячок, граунхок, чтобы птички вокруг меня так. Я когда спускаюсь, вот из спальни вниз, и за мной идут 5. Я и себя Белоснежкой чувствую. У каждого большого тренера, работающего с дуэтами, есть свои чемпионы, но есть особенные пары, которые будут помнить поколения, благодаря какой-то изюминке, благодаря постановкам, которые взорвали историю. Визитная карточка Тамары Москвиной при наличии множества других чемпионов. Все-таки гениальные программы Елены Бережной и Антона Тихорулидзе. Людмила Пахомова и Александр Горшков – это труд, талант Елены Чайковской. Ирина Роднина и Алексей Уланов – это Станислав Алексеевич Жук. А поздняя Роднина с Зайцевым, а также Наталья Бестемьянова и Андрей Букин – это уже для всех Татьяна Тарасова. У Марины Зуевой по-настоящему выдающихся дуэтов было несколько. Чемпионы Ванкувера Тесса Верчу, Скотт Мойер, но в первую очередь, конечно, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков. С Катей и Сергеем она была от начала и до конца. Поздней осенью 1995 года Зуева прилетела в Лейк-Плэсид. Екатерина Гордеева с Сергеем Гриньковым попросили ее поставить номер для предстоящего шоу. Утром на тренировке во время проката они сделали выброс. Екатерина красиво раскрылась, чисто выехала, но в этот момент... Сергей делает выброс и берется за спину и вот так вот объезжает, едет вот так по катку, прямо едет, ложится на середину катка и разворачивается на спину. Я выключаю музыку. Катя ко мне подъезжает. Я говорю, что-нибудь Сережа сказал? Катя говорит, нет, Марина, что с ним? Я до этого курсы проходила. В Канаде нельзя тренировать, если ты не закончишь курсы первой помощи. И я сразу же я
побежала, уехала на лед, начала искусственное дыхание Сергею делать. И поскольку только что, вот целый день нас учили, как это делать, я просто автоматически все делала. И я Кате сказала, что беги, скорее вызвать нужно. Скорая помощь, сразу же скорая помощь приехала, но уже не смогли помочь. Двукратный олимпийский чемпион Сергей Гриньков умер мгновенно. Обширный инфаркт. 20 ноября 1995 года. 28 лет Сережа было. Сергею. Веселый, здоровый, красивый, успешный. Такая семья, такая жена, такая дочка. Вас эта история чему научила? Вот как она на вас повлияла? Знаете, что очень, очень сильно, что не нужно мечтать о жизни, а нужно жить. Нужно жить. Вот каждый момент – это радость. Вот ты живешь, и это просто радость. Гордеевой предлагали продолжить выступать в паре, ей искали нового партнера, но она не стала даже рассматривать варианты и начала кататься одна. Этот сольный номер под музыку Пятой симфонии Малера, который Зуева поставила Екатерине для вечера памяти Сергея, стал одной из самых пронзительных постановок мирового фигурного катания. Видео этого номера Марина всегда возит с собой и иногда дает его посмотреть ученикам, чтобы понимали, какие на самом деле в жизни главные ценности. Виктории Синицыной и Никите Коцалапову она показала этот номер, когда спортсмены слишком нервничали перед стартом на обычном этапе Гран-при. И я показала Катин вот этот номер на АДЖ Малера. И знаете, они оба заплакали. А прямо вот перед. Я говорю, идите, радуйтесь. Радуйтесь жизни, радуйтесь, что вы вдвоем, что у вас есть возможность вообще кататься, что у вас руки есть, ноги есть, что у вас любовь даже у вас есть, что у вас есть возможность ее как бы выразить в движении. У Никиты талант проникаться музыкой, проникаться чувствами музыки. Каждая музыка наполнена чувствами, правильно? Проникаться этими чувствами и выражать их сильнее, чем у Скотта. И это очень сильный комплимент. Никите надо много работать над другими, но это у него очень сильное преимущество в танцах на льду. И его движения, они гармоничны с любым ритмом музыкальным. А Вика? Она красива, благородной, классической русской красотой не только внешне, не только душевно, но и в движениях. У нее есть врожденное благородство жеста. Вот при такой красоте сохранить такую чистоту, внутреннюю, душевную. Редкостная девушка, редкостная. Она очень, очень красиво на льду смотрится, она вдохновляет на что-то, не знаю, как какая-то муза. Вик, а насколько для тебя важно кататься именно с Никитой? Очень важно, и я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Я даже сейчас не представляю, с кем я могу еще кататься. Я просто доверяю этому человеку, я доверяю себя в поддержках, я доверяю полностью я ему все доверяю. И не могу даже больше ничего сказать. Мне очень нравится благородство сочетания. Знаете, такой, как благородная пара. Я иногда сама смотрю, у меня идет урок, у меня другие ученики, глаз не могу оторвать. Да.
Люди, профессионально разбирающиеся в фигурном катании, обратили внимание, насколько большой шаг вперед сделали в этом году Виктория Синицына и Никита Коцалапов. Да, в первых числах апреля в Бостоне на своем первом совместном чемпионате мира они стали только 9-ми. И если сравнивать с предыдущими успехами Коцалапова, конечно, результат не очень высокий. Но это ведь только начало их совместного пути. Танцы на льду – особенный мир. И добиваться идеальной совместимости, идеального скольжения, абсолютного взаимопонимания здесь приходится гораздо дольше. Заслуженный тренер Советского Союза и заслуженный деятель искусств России Марина Зуева знает, над чем нужно работать в первую очередь, в чем конкретно прибавлять. Виктория и Никита готовы пахать дальше. Всем им, всем троим, есть что доказывать. Останавливаться на достигнутом никто из них не будет. Не для того ведь все начинали. Хотите, назовите это патриотизмом. Ну, наверное, это и есть патриотизм. Правильно? Мне бы так хотелось, чтобы вся страна гордилась. Представляете, такой пары, если вот они выходят, все выигрывают прекрасными программами, прекрасным исполнением, показывают силу, красоту, душу нашу русскую.